Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Сегодня приготовим шикарный кекс, это кекс с вишнями. Я думаю, вы обязательно захотите приготовить такой же. В моем холодильнике оказалось всего 3 яйца, поэтому я приготовлю сегодня кекс из 3 яиц. Какая же пропорция? На каждое яйцо идет 30 грамм сахара, 30 грамм муки, а количество вишни на ваше усмотрение. Разделяем желтки и белки в разной посуде. Я взбиваю сначала белки. От общего количества сахара отделяю 3 столовые ложки и кладу в желтки. В белки добавляю щепотку соли. Это для того, чтобы белок быстрее распустился и вот получился такой воздушный. Постепенно в 3 приема добавляю сахар. Взбиваю примерно 15 минут, чтобы получились вот такие стоячие пики. Разбивая желток с сахаром, слегка перемешиваю, но не сильно, не взбиваю сильно. Добавляю растопленное масло, сливочное. Так как масло у меня теплое, но не горячее, сахар разойдется сам по себе. Добавляю половину взбитых белков и аккуратно перемешиваю, чтобы белки не осели. Скажу вам по секрету, это любимый кекс моего мужа. Всем тортам мой муж предпочитает именно этот. В этот раз я решила изменить рецептуру. Я приготовлю смесь миндальной муки и обычной муки пополам. Если вы заметили, в этом кексе я не использую разрыхлитель. Миндальная мука создаст воздушность этого кекса и никогда не получится забитым. Я уже не раз говорила, что мне нравятся эксперименты на кухне, поэтому я очень надеюсь, что торт у меня получится, кекс у меня получится идеальным. Добавляю вторую часть белков и тоже аккуратно перемешиваю, чтобы не осели белки. Кстати, мой муж готовит этот бисквит просто идеально. Вручную взбивает белки, желтки, и у него это так классно получается, что я просто в шоке. Форму я смазала сливочным маслом и обсыпала панировочными сухарями. Если вам интересны мои рецепты, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также, если вам не трудно, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Это меня стимулирует для дальнейших видео. Так как тесто у меня получилось маловато из всего 3 яиц, обычно я делаю кекс на 6 яиц, поэтому и количество вишни у меня меньше, чем обычно. Здесь примерно 300 грамм вишни. Вишню я беру в собственном соку. К сожалению, вишню в Италии я не видела в продаже, поэтому покупаю просто готовый компот. Кекс я выпекала 25 минут при температуре 170 градусов. И вот какой он у меня получился. Красавчик. Если вам нравится, можно присыпать сахарной пудрой. Он получается как будто весь в снегу. Очень красиво. Да, ну вот, как обычно. Муж уже съел кусочек. Он же еще даже не остыл. Я не успела обернуться. Очень вкусный. Приятного аппетита.